Для моноколесников и самокатчиков существуют места, куда они практически не заезжают. Причиной тому – конструктивные ограничения устройств для езды. Одним из таких мест являются леса, локации для которых идеально подходят велосипеды-контрийники и настоящий кошмар для самокатчиков. Поговаривают, что бог Велес способствует благоприятной езде на веле через лес. В этом вся и причина. Но будет ли он столь благосклонен, если попробовать поездить в лесу на паркетной четырке, такой как Kingsong 14D, или езда закончится падением в дико растущих кустах? Леса, что расположены рядом с городом, часто имеют протоптанные дорожки. Если это место рядом с речкой, если находится между двумя районами, эти тропинки, как правило, хорошо протоптаны не только ботинками, но и катающимися там велосипедистами. Чем дальше лес от населенного пункта, тем тропинки тоньше, слабее, порой исчезающие в пробивающейся сквозь них траве. Если тропинки хорошо видны и рытвины с бороздами можно отчетливо разглядеть, то можно попробовать проехать такие места на паркетном колесе. Рытвины могут представлять трудность не только для колеса, но и для велосипеда. При попадании внутрь колесо может не иметь возможности повернуть. В такие углубления лучше не попадать. Но тем не менее их можно пересекать поперек и очень осторожно по диагонали. Я еду по довольно неплохо утоптанной тропинке, и плоских мест на ней предостаточно, чтобы разгоняться. Но в других случаях ехать надо медленно и с большой осторожностью. Ехать же там, где тропинок нету, на паркетном колесе смысла особо нет. Нужна толстая резина, амортизатор и 18 дюймов, чтобы прокладывать путь первопроходца. При езде вечером по такой поверхности фонарика на колесе будет недостаточно. Лучше иметь с собой дополнительно налобный фонарь, что позволит разглядеть все колдобины и выруливать на рельефе. Ограниченное направление света с колеса затруднит передвижение и не позволит в случае чего оглядеться по сторонам. Если почва не сухая, если присутствует какой-нибудь гряземес после дождей, то будет риск проскальзывания колеса на подъемах. Паркетное колесо такого не вывезет. Затронем стиль катания. Я наблюдал, как многие ездят малость по-деревянному. То есть ноги всегда прямые и езда, соответствующая этому, без готовности к резкому движу, подпрыгиваниям и поворотам. С таким стилем катания в лесу будет делать нечего. Так можно катать только по ровным поверхностям, городским центрам с пандусами и так далее. А здесь же, как видите, я постоянно выруливаю, проезжаю по диагоналям борозды. Здесь совсем другое. Бездорожье в лесу хорошо тем, что поверхность минимально создает износ для покрышки. Преимущественно мягкая земля, отсутствие щебенки и валяющиеся ветки не угрожают проколам. Но я знаю, что в некоторых местностях растения разбрасывают по земле довольно жесткие колючки, пробивающие протектор. Множество нерадивых велопутешественников сталкивались с таким, вытаскивая по 20 колючек с колес после проезда злополучных мест. Поэтому тут уж надо знать местность, куда можно заезжать и где лучше объехать. Также, независимо от жаркой погоды, стоит одевать хотя бы легенькие штаны для защиты от клещей. Этих паразитов в последнее время распространилось очень много. Летом в жару лес всегда является благоприятным местом, и катать по нему одно удовольствие. Под палящим солнцем, когда народ жарится в центре бетонных джунглей, когда жаркий асфальт апперкотом добавляет двоечку снизу, в лесу в тени плотной листвы всегда сохраняется комфортная экосистема. Поэтому радуйтесь, если в вашем регионе леса есть, потому что во многих южных локациях их, например, вообще не видели даже в жизни.